Всем привет! Сегодня у меня такое хорошее настроение. Я вчера забрала свои поделки с гончарной студии, и они меня впечатлили на самом деле. Я очень хотела, чтобы они получились, но они получились. Вот хочу представить тут сейчас поделки. Действительно забавные такие вещи, и да, ими можно пользоваться, там специальным покрытием, как я вот и говорила в видео. Ссылочка, кстати, сейчас будет, кто не видел, посмотрите. И, интересно, это все своими руками сделано, и интересно потом вообще пользоваться. Вот я, например, водичку пью с кружки, так забавно. И сделала второе, никто не понял из моих друзей почему-то, я не знаю почему. Зачем, что за монетницу я сделала. Это такая маленькая тарелочка, что-то вроде подносика. И когда приходите домой, всегда с карманов все выкладываете. Там мелочь, ключи и так далее. Вот как раз она для этого и нужна, чтобы сбросить ключи, мелочи. Где попало не валялось, все это аккуратно смотрелось. Вот у меня теперь в коридоре все это красиво, аккуратно смотрится на столике. Также давайте заведем традицию ставить лайк под моим видео сразу, подписываться, если еще не подписались. И если вам что-то не понравится, в конце можете поменять его на дизлайк. Хочу видеть обратную связь. Когда я забрала свои поделки, ехала домой, я подумала, что как хорошо, что у меня есть много, или немного хороших привычек, которые я сама ввела в свою жизнь, и я считаю, они полезны, и хотела как раз ими поделиться. У меня топ-6 позитивных привычек, и я сегодня с вами ими делюсь. Возможно, они вам будут полезны. Пожалуй, начну. Первая, на мой взгляд, хорошая привычка – это радоваться своим победам. Мелкая победа или крупная, неважно. Когда человек проигрывает, у него плохое настроение. Я это знаю по себе, и я думаю, это знает каждый. Но когда вы слишком долго думаете о негативе, ничего хорошего из этого не получается. У вас получается как будто торможение и нет движения вперед. А для того, чтобы оно было, нужен позитив. Только на хороших позитивных мыслях более легко и просто достигать своих целей. Если вы достигли какой-то цели, это хорошо. Нужно порадоваться этому от души. Но если произошла неудача, нужно просто посидеть, подумать, что получилось не так, по какой причине это произошло, и не расстраиваться на длительное количество времени, потому что ничего хорошего из этого не происходит. В такие непозитивные моменты, когда происходят какие-то неудачи, просто подумайте о чем-то хорошем или не заостряйте на них внимание. Вот я, например, сразу начинаю вспоминать, какие у меня сложные, неотложные дела есть, которые я прямо вот срочно должна сейчас сделать, которые были самые противные, ненужные, неохота их было делать, но их нужно сделать. И я стараюсь переключиться на работу, что-то важное предпринять, что-то важное сделать. И таким образом долго-долго по неудачам я не заморачиваюсь. Вот того же советую вам. Привычка номер 2. Просыпаясь утром, обязательно улыбнитесь себе в зеркало. Я как бы ни было, такие мысли уже, наверное, 1000 раз кто-то написал, сказал, слышал, читал. Но они действительно помогают. Такая простая улыбка в зеркале, она дает возможность зарядиться, наверное, на целый день каким-то позитивным моментом и просто идти вперед. Кажется, уже жизнь проще и легче. И когда утром мы просыпаемся, чаще всего у нас какое-то раздражение, потому что надо идти на работу, сложно все. Нет, нужно просто улыбнуться в зеркало и понять, да все отлично, пошли давай работать, нас еще столько нужно сделать, все горы свернуть, времени нет сидеть и ныть, что что-то не так или настроение у тебя плохое. У тебя хорошее настроение, пошли. Ведь маленький момент позитива, он может зарядить на весь день и смотреть на вещи в течение дня с позитивной точки зрения, не с отрицательной. А это очень хорошо сказывается всегда. Привычка номер 3. Просить помощь. Попросить помощь чаще всего в нашем постсоветском пространстве детям, выросшим в 90-х, наверное, очень сложно. Нужно просто научиться просить помощи. Просить помощь – это неплохо, это хорошо. Главное не превращать свое прошение в помощь во что-то безумное. То есть нужно просто распределить, понять. Ты хотел, чтобы человек тебе помог, и просто подойти и сразу договориться. Ведь легко договориться из серии «ты мне, я тебе». Например, мой простой пример из жизни. Моя подруга парикмахер, она очень хорошо в порядок приводила мои волосы. И у нас с ней был договор, что она мне в порядок приводит волосы, там красит или что-то там еще делает, ботокс и все такое.
А я из-за этого в любой момент делаю ногти. Я, например, считаю, что любая работа должна быть оплачена. Но с друзьями как-то не хочется все это переводить в деньги. А вот в какой-то позитив, в какую-то пользу, то, что ты можешь сделать, ну, мне не сложно сделать подруге ногти, а ей не сложно сделать мне волосы. Таким образом, мы обе в плюсе. Поэтому научитесь просить помощи. Это несложно. И это даже в чем-то очень хорошо помогает. Привычка номер 4. Поступать с людьми так, как вы бы хотели, чтобы люди поступали с вами. Также давно заезженная фраза, все 1000 раз ее слышали, читали, все прекрасно об этом знают, но почему-то не каждый это делает. Все очень просто. Вот кто-то, возможно, вспомнит ту милую песенку, там «Поделись улыбкой своей, она к тебе не раз еще вернется». Это правда. Когда ты к человеку по-хорошему относишься, человек точно так же чувствует и относится к тебе. Просто нужно быть немножечко терпимее, немножечко спокойнее. Рассмотреть ситуацию с двух сторон. Со своей стороны, безусловно, и со стороны человека. Попробовать посмотреть с его взглядом. И тогда некоторые вещи, да многие, скорее всего, вещи встанут на свои места. Тем самым будет очень просто понять, человек хочет, чтобы с тобой поступали так же, хочет, чтобы тебе улыбнулись, хочет, чтобы с тобой по-хорошему общались. Хочешь какие-то позитивные взаимовыгодные отношения, будь более лояльным, будь более терпимым, смотри на вещи проще. Так будет проще и другому человеку, собеседнику, либо твоему оппоненту и так далее. Но сам факт, что старайся относиться к людям так, как ты бы хотел, чтобы люди относились к тебе. Это истина, но у нас не всегда получается. Я думаю, к этому стоит стремиться. Это один из лучших моментов. Но я считаю, за все отрицательные поступки мы все равно понесем ответственность. Не проще ли относиться к людям более лояльнее, более спокойнее, более терпимее? И в таком случае и они будут так же. Тогда не будет никаких трений, никаких отрицательных моментов друг другу. Суть одна. На агрессию никогда не нужно отвечать агрессией. Ну а позитивным, лучистым людям сделать что-то хорошее, на душе сразу становится светлей. Пятая, на мой взгляд, хорошая привычка – это желать людям то, что ты действительно хотел бы им пожелать. Вообще на любой праздник люди отправляют там смс-сообщения, либо открытки какие-то, либо еще какие-то моменты как-то поздравляют. Но всегда чувствуешь, когда тебе просто стандартно с открытки написали заезженные фразы, или от души тебе это поздравил человек, действительно пожелал то, что он хотел бы тебе пожелать. Также и я, например, стараюсь пожелать человеку то, что я бы хотела, чтобы у него произошло. Ну, и также с подарками. Когда иду выбирать подарок, я прежде всего подумаю, хотела бы я себе получить этот подарок, хотела бы, чтобы мне это подарили. Может быть, мне бы было лучше вот так, там, какой-то, вместо там вазы какой-то, лучше получить сертификат и самой выбрать вазочку. Ведь сейчас намного стало проще, слава богу, 2020 год нам дает возможность уже не особо заморачиваться, потому что у каждого человека свои какие-то понятия. Самое ужасное, это когда тебе дарят подарок, по их мнению, тебе нужный, а он тебе вообще не нужен. Вот я, например, не люблю домашние цветы. У меня один единственный цветок растет там, который просто не нужно редко очень поливать, и там за ним особого ухода нет, поэтому как бы он у меня и есть, он мне нравится. Плюс он растет не раскидисто, а именно более-менее спокойно так, стрелочками, и как бы меня это устраивает. Это, наверное, единственный цветок, который меня вообще устраивает дома. Так вот, к чему я? Что были моменты, когда людям почему-то казалось, что я люблю домашние цветы, и мне просто дарили в горшках цветы, боже. И я сижу и думаю, и мне говорят, вот, поздравляю, ла-ла-ла, вот, ты же любишь цветы. И я стою и думаю, в каком моменте я сказала, что я люблю цветы? Лучше бы мне подарили там сертификат, да, в какой-то цветочный магазин, и я бы выбрала то, что мне нужно, там, допустим, новое кашпо, или к этому цветку я бы там подобрала какую-то, я не знаю, красоту, или просто сходила бы и купила себе букет цветов, потому что люблю, когда дома живые цветы. Потому что ненужные подарки – это как впустую потраченные деньги. Опять же, ни о каком минимализме здесь речи быть и не может, ни о каком эко-стиле тоже, потому что человек покупает никогда не обдуманно подарок, дарит его, и второму человеку, может быть, это вообще не нужно. И поэтому лучше подумать заранее и спросить, посмотреть, чем занимается человек, что ему больше интересно, исходить из этого уже. И тогда подарки действительно будут душевные, от души. Точно так же и поздравления, когда
человек поздравляет и желает прямо то, что вот как у него на душе, что он хочет пожелать, там, и счастья, и улыбок, и солнышко всегда. И вот привычка номер 6, я уже ее частично затрагивала в одной из предыдущих, это рассматривать ситуацию с разных сторон. Действительно, вот однажды я читала книгу про Карфаген, про завоевание. В этой книге было рассказано с обеих сторон. Со стороны завоевателей и со стороны людей, которые были в этом городе, которые оборонялись. И когда рассматриваешь ситуацию с двух сторон, тебе легче понять. Тогда, возможно, в каких-то ситуациях приходит как раз решение, что не нужно смотреть однобоко, нужно рассмотреть ситуацию, ну, хотя бы с двух сторон, конечно, безусловно, с разных, когда стратегии продумываются, когда бывает, там, я не знаю, есть моменты там на работе или где тебе нужно продумать несколько шагов вперед, но здесь хотя бы элементарно нужно посмотреть, почему так люди поступают, почему вторая сторона так себя ведет, почему вторая сторона это говорит. Может быть, на секунду встать на их место, посмотреть, как это происходит. От этого будет как раз понятно, почему все происходит только так. И это очень хорошо, когда ситуация рассматривается с двух сторон. Тогда проще понимать. Вот такие, ребята, привычки я вам рекомендую протестировать. Может быть, что-то из этого вам близко, может, что-то из этого вы уже, из того, что я сказала, уже практикуете. Это как минимум интересно, потому как если хотя бы какой-либо жизненный принцип у вас уже присутствует в вашей жизни, это замечательно. Напишите мне в комментариях, что для вас ближе, какими привычками вы уже владеете и какие бы вы хотели внести в свою жизнь. Или напишите, возможно, вы выбрали какую-то одну привычку, которую вы бы хотели внедрить в свою жизнь. Мне будет интересно почитать. Но не забывайте поставить лайк моему видео, подписаться на мой канал. Я буду стараться почаще выпускать видео. Был немножко сложный период в жизни, но я думаю, уже все разрешилось и все замечательно. И вот я даже успела сходить в интересные места, где можно немножко проявить свою творческую натуру. Приходите на мой канал, я буду рада вас видеть. Пока!